и весь мир обрушился. Остался только наш маленький островок, парящий в небе. Я знаю, как помочь, Йован. Как так вышло, что осколок мира оказался вне времени? Офигеть! Если коротко описывать предыдущую серию, Лолошка в голове Лолошки, который междумирец, который создатель организации, который по сути я и есть. Главный посыл, который стоит подметить и о котором я уже говорил в начале этого сезона, то есть в самой первой серии. Выбор в твоей жизни, сделанный когда-то, как эффект бабочки, может решить и изменить многое. Именно так и произошло в воспоминаниях Лолошки. Кстати, воспоминания не закончились и остановились на падении обороны поселения. Поселение, которое когда-то пытался защитить префект Лолошка. Защита рухнула, поселение захвачено, и бам, продолжение следует. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы смотрим. Да-да-да, на данный момент мы смотрим за истинной историей Междумирца. Некогда Лолошка, пытавшийся защитить поселение, проиграл, ведь он заранее сделал неправильный выбор. Напомню, воспоминания еще не закончились, оборона прорвана, противник напал, и бам, продолжение следует. А что в продолжении, узнаем через 3, 2, 1. Так, звуки метели. А, пустыня. Все должно было закончиться не так. Я все сделал правильно. Я сделал все, чтобы они выжили. Я все предусмотрел, каждую мелочь. Они обязаны были выжить! Обязаны, черт! Господи, я так устал. Просто нужно отдохнуть. О! Что? Так, ну да, ладно, у тебя уже получается искра. О, что, бляха-муха? Привет! Ай, видимо, пока. А что происходит, извините? Это какой-то маленький островок? О, привет. Эй, ты чего? Ты чего? Не плачь! Блин. Где твои родители? Ну ладно. Итак, я снова где-то, а должен быть в другом месте. Но стоп. Где я должен быть? Меня кто-то ждет. Меня кто-то там ждет. Ага, то есть Лолошка из организации все еще блюдит. А ну, рассказывай, кто ты такой и что здесь делаешь? Пожалуйста, только не бойтесь. Я пришел с миром. Меня зовут Лолошка. О, Лолошка? Ты не из наших краев, Лолошка. Ой. Но раз уж ты представился, то и я должен. Иначе невежливо получается. Меня зовут Йован. Я старейшина этой богом забытой деревни. Да. Я Милош, будущий старейшина этой деревни. Вот увидите. Эй, подождите. А давай-ка ты сначала все-таки расскажешь, что ты здесь забыл, парень. Славка, ты бы поприветливее как-то. Все-таки у нас гости. Я прошу прощения. Для нас появление нового человека — это удивительнейшее событие. Вообще говоря, мы считали, что такое невозможно. Как видишь, вся эта деревня собралась на тебя посмотреть. Подождите, что? Вся деревня? Вот это вся деревня? А еще, кстати, пусть очки снимет. Как можно доверять человеку, который скрывает свое лицо? Славка, я же уже сказал тебе, поумерь свой пыл. Да и очки у него не то чтобы сильно лицо скрывают. Ну да. Да нет, я сниму очки, без проблем.
Вот. Ну и че ты здесь забыл? Я всего лишь ищу тихое и умиротворенное место, чтобы пожить какое-то время. Пожить? Зачем тебе жить в таком месте, как наша деревня? Как наш мир? Тихо, Славка, да что ж, давай лучше я буду вести разговор. А ты поостынь немного. Ой. Я боюсь, путник, ты не совсем понимаешь, куда попал. Эта деревня — это буквально весь наш мир. Буквально. О, ничего себе. Да, я, конечно, не так это себе представлял, но это же еще лучше, чем в моих самых смелых мечтаниях. Но подожди, кажется, ты не совсем правильно О, понял. нет, пожалуйста. Я не Весь позволю этот снова мир затянуть — себя в это этот омут буквально воспоминаний. деревня. Не надо. Ну, вот как-то так. У нас очень скромное жилище. Но это все, что мы можем предложить. Зато у нас всегда идеально чисто. И мои завтраки хвалят. Нет, Надя, это как раз то, что мне нужно. Спасибо. Да нет же, нет, это не то, что мне нужно. Выпусти меня! Выпусти! Я уже начинаю забывать себя. О, а вот это очень плохая фраза. В смысле, подожди, как это забывать? Не забывать нельзя, нет. И все-таки, Лолошка, не понимаю, как ты попал в наш мир? Ты же понимаешь, что он не просто камерный, да? Да, Йован, понимаю. Расскажи, как это тебя так занесло, а? Отчего ж ты бежал-то? От чего ж я бежал? Кстати, знаете, что я понял? Нам показательно сейчас рассказывают, что жизнь Лолошки была настолько многогранна и огромна, что все, что мы сейчас видим, это лишь маленькая крупица за все те миллионы лет, сколько он прожил. О, привет. Ой. Эй, и вовсе не смешно. Нет, что ты? Нет, конечно. Не смешно. Эй, а ну прекрати. Это значит, что ты лучше можешь, да? Ну посмотри, сам реши, лучше или нет. Да, и вот именно тогда у меня накрылся двигатель. О, не может быть! А я все-таки напомню, нахожусь-то я на планете с синхронным вращением. Чего? Чего? Ну, это что-то вроде Луны или спутника. Кого? Короче, планета притягивается к большой яркой звезде. Одна половина ее всегда обращена к светилу, поэтому там невыносимо жарко. На второй же половине всегда темно и очень-очень холодно. Я высадился там, где сумеречная зона, где звезда меня бы не испепелила, но и не замерзла бы от холода кровь в венах. Помнится, я тогда отправил сигнал другу, чтобы он послал за мной поисковую группу, но ее еще нужно было дождаться. А поскольку планета все время вращается, хоть и медленно, а форма у нее эллиптическая, сумеречная зона все время немного сдвигалась. Мне пришлось идти пешком 2 недели подряд, чтобы оставаться в этой сумеречной зоне. А с тобой действительно это произошло? Честно-честно? Ну, да, честно-честно. Тьфу ты, блин, а. Я же сказал, я просто путешественник. Моя профессия — это искать приключения. Как интересно! Даже не представляю, каково это — видеть постоянно новые миры, новые планеты, новые страны. Как здорово, что мы можем послушать истории нашего дорогого гостя. О, ты так красочно рассказываешь, Лолошка. Я как будто сама на той планете побывала. Да, это правда. София тоже в восторге от твоих историй. А? София? Так она ж боится меня. Да брось, детская стеснительность. Сама подойди боится, а вечером дома меня донимает. Йован, расскажи, какие сегодня истории от Лолошки? Ох, ладно, знаете, я бы, с вашего позволения, спать пошел. Ох ты ж, и правда, кстати, засиделись мы. Ты иди, спи, конечно. А то пристали мы тут к тебе. Расскажи, да расскажи. Ладно, бросьте, я ж с радостью. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Надя. Пока. Так. И куда ты? А, никуда. Послушать хочешь? Но я не понимаю, как можно верить этим россказням.
Ну очевидно же, что все это бредовые выдумки словоблуда. Эй, Славко, мне кажется, ты не понимаешь, да? Даже если это выдумки, я только рада их послушать и ненадолго представлять, что мы могли бы быть за пределы нашего мирка. А знаете, мне кажется, что это никакие не выдумки. Может быть, он немного и приукрашивает, да. Но по глазам человека всегда видно. Он многое повидал. А, да? И поэтому он постоянно эти глаза прячет за очками, чтобы не слишком поразить нас шириной своего жизненного опыта. Да? Славка, перестань уже. Да я просто не понимаю, как так получается, что он завоевал ваше доверие, когда мы все знаем, попасть в наш мир просто невозможно. Разве не подозрительно, что он сумел это сделать? Ну ладно. О чем задумался? Блин, а сколько вот времени проходит между всеми этими вспышками? Вот реально, сколько? Ух ты. Ха, какая умиротворенная катсцена. Так. Кто это? А, это та София, да, маленькая, которая? Что происходит? София! София, где ты? А? София? Тихо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Ой, София. Ну куда запропастилась эта проказница? София, ты здесь? Ну подожди у меня. Вот когда Йован узнает об этом. София, София. Ну, и что это значит? Ничего. Ну как это ничего? Я твою шкуру только что спас. Мог бы и сдать, София. Давай рассказывай. Ну, ладно. У меня урок чтения должен быть, а мне очень не хочется учиться читать. Вот я и убежала. Что? Правда? Неужели настолько не хочется? Почему? Ну, да потому что когда я научусь читать, Йован отправит меня в другой мир, в университет. Тихо, тихо, София, не плачь. Ты чего? Тебя Надя услышит. Ты этого хочешь? Ой, Слушай, а ты разве не знаешь, что девочек в 5 лет не берут в университеты? нет, не знаю. Но Йован хочет отправить меня как можно скорее. Избавиться от меня хочет. Как тебе такое в голову пришло? София, ты чего? Йован тебя просто обожает. Зачем тогда он хочет меня выгнать из деревни? Да не-не-не, не говори глупостей. Ай, на этом все конец. Я не понимаю. Я чувствую тепло по отношению к этим людям. Я их не помню и в то же время помню. Помню ли я себя? Кто я вообще такой? Мальчики, это вам. Спасибо, Надя. О, спасибо. И чтобы спасти всех своих друзей? Что за чушь ты написал? София, читай внимательнее. Друзей. Слушай, а расскажи еще раз про 300-главого монстра. Нет, София, я не буду ничего рассказывать. Я тебе книгу зачем написал, а? Давай, сначала главу дочитай, потом расскажу. Хорошо. А знаешь что, Лолошка? Что? Надя немного обижается, что я с ней читать не хотела, а теперь твою книжку с радостью читаю. Но она все равно меня печеной тыковкой угощает. Меня просто невозможно не любить. Ну да, тут ты права. Эй, Йован, что ты затеял, скажи? София говорит, что ты хочешь выслать из вашего мира. Но у тебя что, какой-то конкретный план? Разве это возможно? Да я не знаю, Лолошка, не знаю. Я бы правда очень хотел дать ей возможность выйти отсюда. Выйти из этого парадокса. Что? Что? Смотрю, слово «парадокс» тебя удивило, да? Расскажи мне, что ты уже успел понять, Лолошка? Или, может быть, ты все знал еще до того, как отправился в наш мир? Нет, Йован, я не все знал, но я догадывался. И догадки подтвердились. Расскажи мне, наконец, как ты попал к нам?
Мне помог мой старый друг, Йован. Я хотел пойти туда, где у меня будет время на отдых. Что ты? Время? Ой, Что за- простите, я сейчас уберу. Или мне, может быть, уйти? Извините, я не хотела подслушивать, Что ты, Надя, не уходи, останься. но Ты я... же знаешь, у меня от тебя секретов нет. Ох, да, в этой деревне вообще ни у кого ни от кого секретов нет. Я знаю, Йован. У меня от вас тоже. Какой же ты интересный человек, Лолошка. С тех пор, как ты появился, время в нашей деревне снова течет линейно. А до этого, если честно, я совершенно не могу разобраться в собственных воспоминаниях. Ох, их невозможно упорядочить, когда твое мышление тоже развивается линейно во времени. Так вот, что с вашим миром было не так. Именно. Я помню, когда время еще текло линейно, а наш мир был огромным. Ну-ка, вот это уже интересно. Однажды небо разверзлось, Лолошка, и весь мир обрушился. Остался только наш маленький островок, парящий в небе. Раньше это был только один район целого города, а теперь мы называем его деревней. Деревней, в которой сломалось время. Так, ребят, все еще держим в голове. Этот Лолошка, создатель организации. Я точно не знаю, почему именно этот район выстоял, Лолошка. Угу. Но у тебя есть предположение, да? Да, пошли. Вот что за чувство умиротворения я чувствовал, когда приходил в сад. Как же я раньше-то не догадался. Видимо, настолько не ожидал его здесь увидеть. Я знаю, как помочь, Йован. О! А ну-ка. Как так вышло, что осколок мира оказался вне времени? Как такое вообще могло произойти? Уверен, что только благодаря скинту этот осколок не стерся. И люди смогли выжить. Ага, то есть... Ладно, объясняй дальше. Я точно смогу вернуть этот маленький кусочек во время с помощью... скинта. Раз даже моя искра возымела такой эффект, что у них время пошло. Понял, то есть у них время вернулось вспять и стало линейным, потому что ты появился в их мире. Да, вот только вопрос. Хватит ли скинта? Хотя ладно, нет времени рассуждать. Пока меня там нет, они снова страдают. Опа. Смотри, сколько скинта. Офигеть. Эй, смотрите! Ух ты! А ну-ка. Ты погляди-ка. Все в скинте, и этот скинт принес Лололошка. Боже, Спасибо. все будет хорошо. Я не могу поверить, что этот день действительно настал. Да, это правда. Ведь я так и думал, Ложка, что ты у нас ненадолго. Еще и нашу Софию с собой забираешь. Эй, слушай, я знаю, что ты позаботишься о ней как никто другой. И все-таки я не могу смотреть, как она уходит. Но, Йован, ты же сам хотел, чтобы я посмотрела на большие миры. Да, я и сейчас хочу. Поезжай, малютка. Мы тебя всегда будем ждать здесь. Возвращайся иногда повидаться. Да, конечно, Йован. Ух ты ж, бляха. Это еще что такое? Ты погляди. То есть они реально путешествовали по мирам. И, судя по всему, посетили очень много. Стоп! Знакомая улица. Слушай, Лолошка, мне невероятно безумно нравится путешествовать с тобой, но я бы очень хотела навестить своих в деревне. Что? Но, София... Пойми, я не могу переместить нас обратно в деревню. Что? Почему? Потому что, когда я покинул это измерение,
скинта оказалась недостаточно для поддержания его во времени, и... Да, я помню, ты говорил уже это. Я не виню тебя, но... Прости, я просто очень по ним скучаю. Но я хочу, чтобы ты знал, возможность выбраться из моего маленького мирка — это лучшее, что случалось со мной в жизни. Спасибо тебе. Давай так, если ты очень сильно хочешь навестить их, нам нужно какое-то время не перемещаться. И тогда, может быть, я мог бы попробовать. О, правда? Да, правда. Останемся тогда пока в этом мире. Угу, останемся. Тя, капец, как это все запутано, странно и непонятно. Ой, боже, что такое? Так, а ты кто такой? Я вообще ничего не понимаю. Результаты всех анализов показывают на то, что это неизвестный науке вирус. Это первый случай этого заболевания за всю мировую практику. Так. Я лично проводил все исследования и должен сказать то, что я увидел, меня поразило. И как вы думаете, ее можно вылечить? Ну, я же говорю вам, никто и никогда раньше не встречался с таким вирусом. Вряд ли сработает вообще хоть что-нибудь. Организм девочки поражен очень сильно. И, судя по всему, заражение произошло давно. Так, блин, тяжело. О, куда ты? А, стоп, я понял, он пытается найти источник заражения. Аптека. Ну-ка. Вот, держи. Ничего. Но я же все сделал правильно. Я вернул этот мир во время. Я показал ей разные миры. Я все сделал, чтобы она была счастлива. Черт! Нет. Нет. Так не пойдет. Я должен все исправить. Не может быть такого, чтобы было нельзя все исправить. Подождите там у меня. Вы, кем бы вы ни были, те, кто принимает решения в этой вселенной, я найду способ все изменить. Я найду способ. Вот так вот. Это кто вообще? Эй, парень, ты что тут делаешь? А это вообще что такое? Ты что, могилу тут выкопал, что ли? Ты сумасшедший! Ты не видел, что ли, ограждение вокруг этого участка, а? Мы сегодня начинаем уже строить. Здесь все придется раскапывать. Ну что же это такое, а? Раскапывать, говоришь, да? Да, чтоб фундамент заложить. Давай, иди отсюда побыстрее, пока я не вызвал полицию. Знаешь что? На твоем месте я бы Да сейчас... вот что ты мне тыкаешь-то, а? Не дорос ты еще, чтобы со мной на «ты», малец. Малец? Малец. Кажется, я забыл что-то важное. Но не понимаю, что. Ложка!